Привет, ребята! Сегодня у меня радостный день. Наконец-то мне отдали мою фотокамеру, которую починили в сервисе. И теперь я могу снова заниматься съемками роликов для YouTube и для Дзена. Но сегодня я не буду показывать изготовление столярных изделий, потому что прежде мне необходимо сделать кое-что очень важное. Сегодня я займусь модернизацией своего фуговального станка Warrior, который я приобрел больше года назад и успешно работал на нем все это время. Я буду менять стандартный вал фуговального станка на более совершенный вал Helical, или так называемая кукуруза. Подобные видео уже вы могли видеть на канале моего коллеги Ивана Баева, поэтому ничего нового я для вас сегодня не открою. Спасибо вам и приятного просмотра. Этот вал Helical я приобретал на сайте компании Harvey Roos вместе с фуговальным станком Warrior. Но не использовал его до сих пор, потому что хотел сначала поработать на стандартном валу, посмотреть, как он работает, приноровиться к нему, понастраивать его, приобрести определенный опыт. А затем уже поставить этот вал и сравнить оба эти вала по производительности и по частоте обработки. Тяжелый. Вот такой вот вал в полиэтиленовой упаковке, весь в смазке. И еще в коробке идет комплект инструментов: ключи, винты установочные, по всей видимости. Ну и больше ничего нет. Ребята, если будете ставить себе такую кукурузу, будьте очень осторожны. Пока протирал его от консервационной смазки, порезал палец. Немножко, но неприятно. Длина рабочей части этого вала 150 мм. Этот вал имеет 6 ножей в каждом ряду, и всего здесь 6 рядов. Соответственно, здесь 36 ножей на валу. Съем и замена ножей на валу осуществляется с помощью вот такого инструмента, шестигранника. Вставляешь, откручиваешь, снимаешь пластину, ставишь новую, закручиваешь. Все делается очень быстро и очень просто. Единственное, что в процессе работы вот эти пластины с этими винтами могут прикипать. И может возникнуть ситуация, когда снять с помощью вот такого вот инструмента у вас не получится. Но на одном из зарубежных каналов я посмотрел методику съема таких вот проблемных ножей шейперного вала. Если вам интересно, вы можете самостоятельно найти на YouTube это видео и посмотреть его. Для установки самого вала на станок вам понадобятся различные инструменты. В первую очередь нужно снять параллельный упор. Для этого необходимо ослабить и снять вот этот винт. Это первая точка крепления. А для того, чтобы подобраться ко второй точке крепления, нужно снять вот этот кожух. Он крепится вот этим винтом с одной и с другой стороны. Откручивание этого винта вызвало определенные трудности, потому что рычага трещотки ключа не хватает. Хорошо иметь полный комплект инструментов, ключей. Просто взял удлинитель и с помощью удлинителя вороток теперь работает. Как уже говорил глубоко уважаемый мной Иван Николаевич, снятие параллельного упора не меняет никаких настроек на нем. То есть все настройки после его установки останутся неизменными. Единственный нюанс, который касается лично меня и моего станка. Когда я настраивал параллельный упор на моем станке, я вот в это место подкладывал небольшую подкладочку из жести. Для того, чтобы выровнять параллельный упор и полностью его качественно настроить. Вот, ребят, хотите верьте, хотите нет, я впервые открыл станину станка, вот тумбу станка,
После того, как я его собрал, начал на нем работать, уже больше года прошло. И работал я без стружкоотсоса. То есть у меня стружка выходила через этот сброс, через этот короб, сама собой валом. Так вот, что мы видим, открыв крышку, загрязнения катастрофического не наблюдается. Я станок этот люблю все больше и больше. Немножко смоляных досочек построгал. Соответственно, все это дело вычищать надо. А теперь, ребята, немного приключений. Если вы являетесь счастливым обладателем станка этой модели, но покупали его не в магазине, а с рук, и покупали его в сборе, то вам предстоит снять вот эту станину с тумбы. А для этого вам необходимо будет открутить 3 болта. Вот такие вот болты длинные. 2 болта находятся здесь, и доступ к ним не представляет трудности. То 3-й болт находится в потаенном месте. Я вам сейчас его покажу. А чтобы добраться до 3-го болта, вам придется снять кожух пылеудаления. И вот в это вот выходное стружечное отверстие просунуть ключ. Мне даже снимать неудобно. Не то чтобы откручивать. Вот посмотрите. Вон, видите, там головочка торчит. Вон она блестящая. Поэтому сразу приготовьте вороток с удлинителем. Вот такой. Без него вам эту гайку не одолеть. И головочка здесь на 14. Для удобства ставим станину на бруски и откручиваем шпильки вала. Теперь снимаем сам вал вместе со шпильками. Под валом вот такая прокладочка была тоненькая. Это заводская прокладочка, которая, видимо, выравнивала вал. Но я не знаю, ставить ли ее уже на новом валу или не ставить. Будем посмотреть. И вот тут, ребята, случилось непредвиденное. Так как опыта работы с металлом у меня еще меньше, чем опыт работы с деревом, я натолкнулся на такую проблему. После снятия вала оказалось, что вот эти держатели, куда вкручиваются шпильки, они запрессованы на валу, так же как и вот этот вот шкив. Соответственно, для того, чтобы это все снять аккуратно, нужны специальные приспособления. У меня их нет. Каким образом их снимать вручную, я имею представление. Но у меня нет уверенности, что я смогу сделать это достаточно хорошо, грамотно и при этом не погнуть вал. А мало того, что нужно снять их с этого вала, нужно еще их аккуратно надеть на новый вал. Поэтому я позвонил своему знакомому односельчанину и сейчас жду, когда он придет ко мне и решит мою проблему. Человек очень опытный, сварщик высшей квалификации, с металлом работает всю сознательную жизнь. Поэтому, если он мне не поможет, то тогда уже я не знаю, кто мне поможет. История такая, ребята. Организовать замену строгольного вала на моем фуговальном станке сегодня у меня не получилось. Пришел ко мне мой односельчанин, мастер по металлу, сварщик высшей категории. Поехали мы к нему домой, попытались это все дело демонтировать и поставить на новый вал, но ничего не получилось. В результате вот этот вот подшипник, он настолько крепко сидит на валу, что снять его не вышло.
Этот подшипник я оставляю на валу, на этом, на старом, пускай он так и хранится. Поеду я в магазин, куплю вот аналогичный подшипник, один сняли мы. Куплю такой же подшипник, поставлю его и попробую сам его запрессовать на вал. Если у меня не получится, уже тогда обращусь опять к нему. Ну вот, ребята, возвращаюсь к вам. Вал уже собран. Как видите, все на своих местах. Все быстро, легко и просто бывает только в роликах Ивана Баева. Потому что уважаемый Иван Николаевич имеет колоссальный опыт станкостроения, собрал своими руками множество самодельных станков, работает с металлом профессионально. Соответственно, для него эта процедура не имеет никакой сложности. Но для меня, как для человека далекого от металлообработки, вообще работы с металлом, возникли некоторые трудности. А трудности заключались в том, что я хотел поменять подшипники, сняв их со старого вала и поставив на новый. Но это у меня не получилось, как я уже говорил, потому что один из подшипников не захотел сниматься с вала совершенно. Я принял решение купить новые подшипники, купил их и поставил на новый вал. Два новых подшипника. И я надеюсь, что они прослужат у меня долго. Единственное условие для того, чтобы они служили долго, ребята, если вдруг кто-то не в курсе, не надейтесь на заводскую смазку подшипников. После покупки подшипников обязательно нужно запрессовать в них новую смазку. Я использовал для смазки подшипников вот такую вот смазку Литол 24. Она недорогая. Купил ее в магазине автозапчастей и запрессовал смазку в подшипнике. Один подшипник был с пластиковыми пыльниками, а другой с металлическими. И имейте в виду, ребята, здесь подшипники разного диаметра. В одном больше, в другом меньше. Они на размер отличаются. Поэтому тот, который был с пластиковым пыльником, я аккуратненько снял пыльник острым предметом, смазал его, этот подшипник изнутри, закрыл пыльник, все нормально. А вот для того, чтобы вбить смазку в пыльник металлический, пришлось покопаться в интернете, посмотреть видеоролики. Советую очень посмотреть видеоролики на эту тему, если кого-то интересует, как смазать подшипник, не снимая пыльника, не разбирая его. Это очень интересная информация. Мне эта информация очень пригодилась. У меня получилось с первого раза. Эта процедура очень несложная. Итак, приступаем к установке вала. Сейчас я не буду ставить сюда вот эту вот заводскую маленькую прокладку латунную.
поставлю без нее. И если будут какие-то проблемы, я потом снова сниму вал, поставлю прокладочку уже. Сборка осуществляется в обратном порядке. Так как раскручивали, так и закручиваем. По идее, все должно работать. Вращается ровно. Сейчас нужно насадить сюда шкив. Ну, таким вот образом шкив установлен на валу. Теперь можно убирать прокладки и ставить уже станок на тумбу и натягивать ремень. При разборе станка и снятия ремня приводного, естественно, положение двигателя сместилось. И сейчас моя задача заново выровнять оба шкива, чтобы они находились на одной оси. Потому что если этого не сделать, будут большие проблемы. Но как это сделать, в принципе, показано во многих роликах по установке ремня на такие станки, поэтому я повторяться не буду. Но теперь видно, что шкивы выровнены, все по уровню, все по уровню. Двигатель выровнен и закреплен. Сейчас я сделаю перерыв. Жена позвала кушать арбуз. Надо воспользоваться моментом. Скоро вернусь, не уходите. Ну вот, дело и сделано. Поднял столы. Теперь осталось мне только выровнять и настроить столы, чтобы они были на соответствующих уровнях относительно друг друга. Поставить заднюю крышку, поставить кожух сюда и сделать пробное фугование. Сейчас я все это дело настрою. Поставлю все кожухи и попробуем мы с вами стругануть что-нибудь. Посмотрим, как вот этот новый вал будет себя вести на разных породах древесины, на твердых и на мягких. К великому моему сожалению, мои опасения подтвердились. Действительно, у вала, у станка вернее, вот этот край вала выше, чем вот этот край вала. Поэтому сюда, вот под этот край нужно подкладывать подкладочку, ту, которая была здесь изначально с завода. Ничего не поделаешь, придется все разбирать и все делать сначала. Поставил с этой стороны вала прокладку заводскую, которая была здесь. Теперь вал цепляет одинаково с обеих сторон. Сделал пробное фугование, проблем никаких не обнаружено. Немного почистил столы полировальной пастой. Теперь буду ставить параллельный упор и демонстрировать этот станок с новым шейперным валом уже в работе. Ну, наконец-то удалось выставить мне параллельный упор ровно под 90 градусов. Пришлось повозиться. Ну, те же настройки, что и были на этом параллельном упоре, после снятия мне сохранить, к сожалению, не удалось. И пришлось настраивать параллельный упор заново. Но это уже заняло гораздо меньше времени, благодаря точным измерительным приборам, которые я использовал. Вот этот угольник и инклиномер электронный. Ну все, станок настроен, налажен. И теперь можно приступать к испытаниям. Взял две дощечки примерно одинакового размера. Одна хвойная, это сосна, а вторая из твердых пород, это ясень. Нанес карандашом сеточку вот такую на одну и вторую доску, чтобы было видно, как осуществляется съем. Выставил станок на самое минимальное значение, на полмиллиметра. И сейчас буду снимать проход за проходом и посмотрим, как будет осуществляться строгание новым валом.
Ну вот на самом малом съеме вот так вот это все. Сначала один край сняло, теперь зацепило уже следующий край. И сейчас вот эту вот ямку, которая здесь есть, тоже благополучно снимем. Посмотрите, как видно, очень чистая обработка древесины. Ну, камера, конечно, здесь вряд ли передает, но ни единой царапинки здесь нету, ни единой какой-то погрешности. Но вал работает идеально. Но сейчас попробуем, как это будет на хвойных породах, на мягких. Ну, собственно говоря, на хвойниках тоже хороший результат, хотя немного похуже. Вот одна сторона очень хорошо, а другая сторона немножко похуже, потому что здесь строгание шло против волокон. Но если строгать по волокнам, то в принципе все будет очень хорошо. По ощущениям, работать с валом Helical чуть-чуть сложнее в том плане, что подача немного туже осуществляется, чем на стандартном обыкновенном валу с 3 ножами. Там полегче немного подача осуществляется. Но здесь нужно просто привыкнуть. И после того, как я привыкну, я уже, наверное, перестану ощущать разницу между этими двумя валами. Я очень рад, что я поставил этот вал. Буду пользоваться им. А тот вал у меня будет в качестве запасного лежать. Там даже ножи еще полностью не затупились. Спасибо всем за просмотр. Всего доброго и до новых встреч.